Эмма, новенькая девочка, столкнулась с издевательствами со стороны Брикса, сына директора школы. Устав от его издевательств, она доверилась своей мудрой маме Марии. Невозмутимая Мария разработала хитроумный план. Когда прибыла полиция, все были удивлены, увидев это. Вся школа была потрясена, когда в здание внезапно ворвались несколько полицейских. Дети и учителя кричали в один голос. Только один человек, казалось, сохранял спокойствие в этой ситуации. Юная Эмма, которая, по сути, ждала этого момента. Наконец-то ее кошмар должен был закончиться. Когда директор Оливер вышел из своего кабинета, он сердито потребовал объяснений, но вместо того, чтобы их получить, на самом деле его встретила пара наручников, которые защелкнулись на его запястье. Он едва мог в это поверить. Полицейские даже схватили его маленького сына Брикса за руку и начали кричать, что к утру их всех уволят. Но затем полицейские объяснили ему, зачем они сюда пришли, и Оливер немедленно замолчал. Когда Эмма пришла в эту новую школу, было ясно, что Брикс был самым популярным ребенком в ее классе, и он сразу же начал преследовать бедную девочку. И, конечно, когда самый популярный ребенок выбирает кого-то для травли, многие другие ученики в классе вскоре следуют его примеру. Именно это и произошло. Все началось с плевков и оскорблений. И еще до конца первого дня Эмма в слезах выбежала из кабинета, потому что все дети в классе смеялись над ней. И чего она не понимала, так это того, что учитель ничего не предпринимал по этому поводу. Он явно делал вид, что ничего не происходит. Раз учитель не собирался ей помогать, Эмма решила, что лучше всего ей будет поговорить с директором. Он просто обязан был бы помочь ей, но эта надежда оказалась тщетной. Когда она вошла в кабинет директора, мужчина на самом деле был очень обеспокоен ею, особенно когда понял, что она новая ученица. Директор школы, Оливер, сочувствовал Эмме в связи с травлей среди учеников. Эмма назвала Брикса своим главным обидчиком, но Оливер неожиданно отреагировал гневно, обвинив ее во лжи. Не подозревая о связи директора с Бриксом, Эмма ушла, чувствуя себя униженной. На улице ее учитель извинился, сказав, что Брикс уже неоднократно подвергался травле, и учитель опасался возмездия из-за того, что Оливер был отцом Брикса. Эмма, осознав сложность ситуации, ушла из школы. Она вернулась домой, скрыв от своей матери, что пережила трудности этого дня. В одиночестве она боролась с отголосками насмешек. Шли дни, и она научилась носить маску, скрывая свою боль как в школе, так и дома. На уроках ее голос стал тише, а дома она оставалась тенью, и ее молчание так и не было понято матерью. Но однажды во время ужина она не выдержала и рассказала о мучениях, с которыми столкнулась. Мария, ее мать, обняла ее, и они поклялись вместе разобраться с проблемой. Слезы укрепили их связь, превратив их пространство в убежище. Мария, социальный работник, разработала план решения проблемы. По ночам она разрабатывала стратегию, сочетая свои материнские инстинкты с профессиональными навыками. На следующее утро Мария выдала себя за стажёра, чтобы незаметно проникнуть в школу. Мария тщательно изучала социальную динамику, распутывая нити травли. Сосредоточенная на понимании Брикса, Мария изучала его клинически, отстраненно от злого умысла. Ее постоянное присутствие позволило ей стать свидетельницей пренебрежения и безразличия в школе. В качестве стажёра Мария стала частью школьной жизни, документируя агрессию Брикса и выявляя недостатки системы. Ее записи стали молчаливыми свидетелями истории, которую нужно было рассказать. В пустом классе Мария и учитель Эммы заключили союз против травли Брикса. Их общая цель привела к сбору доказательств, создавая кульминацию справедливости. Другие жертвы присоединились к делу, превратив шепот в хор, в котором они делились опытом. Диктофон Марии зафиксировал реальные действия Брикса, а улики нарисовали яркую картину халатности и соучастия школы. Иллюзия спокойствия начала рушиться,
и расплата была неизбежна. Доказательства Марии охватывали весь спектр проступков Брикса, укрепляя обвинения против директора школы. Накапливающиеся доказательства свидетельствовали о системных сбоях и финансовых нарушениях, намекая на коррупцию в администрации. Показания Марии побудили власти начать отдельное расследование, вызвав беспокойство в школе. В ходе расследования было обнаружено ужасное открытие — финансовые несоответствия, связанные с директором. Момент расплаты наступил неожиданно для Оливера, который когда-то был номинальным руководителем, столкнувшись с реальностью своего неминуемого падения. Закованный в наручники в своем кабинете, он стал символом позора. Его арест вызвал волну возмущения в школе, оказав влияние как на учителей, так и на учеников, ознаменовав конец его правления. Впоследствии школьный совет предпринял решительный шаг к исправлению положения, записав Брикса на консультационную программу, целью которой было не только поддержание дисциплины, но и реформирование, чтобы предотвратить продолжение цикла травли. В процессе выздоровления школьное сообщество переключило внимание со скандала на восстановление доверия. Атмосфера была наполнена облегчением, что означало начало трудного пути к выздоровлению. С уходом директора появился новый руководитель, который представил видение будущего, уделяя приоритетное внимание безопасности. Школьная политика по борьбе с травлей, которая теперь подкрепляется строгим соблюдением и повышением осведомленности, отражает уроки, извлеченные из печальной истории. Это обязательство распространялось не только на наказание, но и на профилактику, создавая защитные рамки для учащихся. В городе состоялись беседы, посвященные школьным испытаниям, в ходе которых обсуждались вопросы травли и ответственности тех, кто находится у власти. Несмотря на трудности, школа сформировала новый дух жизнестойкости, превратив политику в жизненные ценности. Сообщество чествовало таких людей, как Мария и некогда молчаливый учитель, которые твердо противостояли правонарушениям. Мария, которая когда-то была молчаливой хранительницей, с облегчением наблюдала за происходящими переменами. Искренняя улыбка Эммы стала бальзамом на раны, свидетельствуя о том, что она вновь обрела место в школе и спокойную жизнь. Эмма стояла на пороге новых горизонтов, неся в себе мудрость, накопленную за прошедшее испытание, как напоминание о потенциале ее путешествия. Школа, которая когда-то была полем битвы, теперь наполнена смехом, активным обучением и сообществом, находящимся на пути к выздоровлению. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.